Представители знака зодиака Телец, Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. События ближайшего будущего. События ближайших дней. Второго на неделю с 19 по 25 августа. Давайте узнаем, что нам расскажут карты на эту неделю, какие энергии для вашего знака зодиака будут преобладать по мнению карт. Я же вас приглашаю на свой сайт. И оставлю ссылки в описании под видео, как и на разные статьи на моем сайте. Есть и видео, безусловно, для всех знаков зодиака. Вы можете посмотреть на разные случаи жизни или житейские ситуации, а также по планетарным транзитам. И если мы ищем подсказки, мы ведь никогда не знаем, где мы ее получим. Если есть, какая-то составляющая вашей жизни или вопрос, который вы хотите решить, тогда карты Таро порой нам помогают. И это происходит совершенно так вот ненавязчиво. Ведь когда мы смотрим расклады, все равно каждый думает о чем-то своем. Поэтому, надеюсь, и наш расклад будет вам чем-то полезен. Итак, мы идем вперед. Если мы говорим события ближайшего будущего, чего это будет касаться? Или что важно знать? Возможно, какая сфера жизни для вас выйдет на первый план, чему придется уделять внимание. Чего не избежать или неожиданности, возможные на этой неделе? Чему сейчас не время или что, какие энергии вам могут помешать? Что вам будет помогать, что вас будет радовать? Подарки, сюрпризы, что доброго, хорошего входит в вашу жизнь на неделе? Что скрыто, чему вы можете не придать значения? И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Энергия денег на этой неделе с 19 по 25. И личная жизнь, как видят карты. Достанем с вами карту «Совет» и будем смотреть, что же будет для вас важно. Вопросы дома, вопросы семьи в целом или вашего места пребывания. Для кого-то именно место пребывания, иногда по карте Луна. Если мы говорим, что все же действительно обстановка у каждого своя, и меня смотрят люди из разных стран, есть иногда значение, проходит такое, как место нашего буквально укрытия, как цитадель, как своего рода крепость, как дом, крепость или место пребывания, где мы можем укрыться. Может быть, это вы будете искать, где я буду проживать в ближайшее время, и тогда для кого-то это будет задача номер раз. Для кого-то проиграется более банально, вы можете делать свою жизнь более комфортным дома. Это все то, что где-то нам помогает со знаком плюс. Но карта еще предупреждает о том, что все же Луна – это всегда есть какие-то очертания, но нет конкретики. Поэтому нет по какому-то вопросу конкретики. И в целом будет важно, что важно знать, себе не навредить, быть очень рациональным, но в то же время допускать, что я сейчас чего-то полностью не вижу. Карта ведь говорит, выглянет солнце, все встанет по местам. Но, видимо, на этой неделе еще могут быть тысячи неопределенностей. Поэтому будьте внимательны. И есть и такое еще значение, когда мы не должны себе навредить и находиться в толпе, мои дорогие. Выражение «меня несет толпа» – это когда мы не контролируем, что с нами происходит. Карта сразу дает совет: ты должен контролировать все. И поэтому, если мы ослабим контроль, мы можем как будто оступиться. Нам не говорят, что это будет что-то глобально нехорошее, нет. Но где-то осложнить себе жизнь неправильными действиями мы можем. Поэтому искусство мелких шагов, мои дорогие тельцы, будьте предельно внимательны на этой неделе. Чего не избежать? Вам может что-то не нравиться, кстати, по аркану Луна. И это могут быть, знаете, как какие-то предчувствия. Или накрывать могут словно сомнения. Рядом двойка пентаклей. Как сложится какой-то вопрос. Или как будут развиваться отношения. Отношения партнерские, отношения, может быть, в личной жизни. Или как будет развиваться ваше личное дело, ваше творчество. Или по работе какой-то вопрос, который тоже двойственно непонятный где-то. Одна карта дополняет другую. И, может быть, вот эта Луна, она будет вызвана тем, что неожиданно вы планировали, что на этой неделе вы решите, закроете какой-то вопрос, а он еще пока не закрывается, или он не решается, он остается открытым,
и вы словно зависаете в какой-то ситуации. Вот я не говорю это для всех, но для кого-то банально просто ситуация какая-то не завершилась на этой неделе. И вы по этому поводу можете чувствовать, ну, где-то досаду с учетом карты Луна. Или начать сомневаться в чем-то или в ком-то. Начать сомневаться в правильности своих действий. И, в принципе, где-то может быть вот это эмоциональное такое сложноватое состояние, которое будет оказывать влияние даже на ваши дела. Давайте идем дальше. Чему сейчас не время? Но вот все же карты нас немножко останавливают. Ты подожди, ты не торопись. Туз жезлов – это всегда принятие однозначных решений, или когда мы четко знаем, как мы будем действовать, но в позиции, чему сейчас не время, поэтому решения могут быть ошибочны. И все то, что я говорила по Луне. Мы думаем, что да, мы сейчас будем действовать так. Или когда мы выносим какие-то вердикты, когда мы своего однозначное «да» или «нет» говорим кому-то, но вот этому сейчас не время. Что-то пройдет время, выглянет солнце, и для вас это, знаете, как преломление фокуса может произойти. Или выйдут на поверхность какие-то те вопросы, которые сейчас словно за кулисами, в тени. Вы это не видите, вы не можете что-то оценить в обстановке. Или обстановка будет меняться как-то, мои дорогие. Может быть, для кого-то из вас тот вопрос, который не решается на этой неделе, в последующие дни он решится намного быстрее, как будто сам собой. Поэтому не торопись. Ты действительно пока не видишь какой-то реальности или ты не видишь всех обстоятельств. Поэтому вердикты точно не на этой неделе. Что же вам будет помогать? Искусство мелких шагов. Принять во внимание, что вы сейчас находитесь в состоянии трансформации. 13-й аркан. Карта смерти, но я надеюсь, все правильно понимают, здесь не про смерть, а именно про трансформацию. Прошлое пытается от вас оттолкнуться. И посмотрите, эта позиция, что вам помогает. Позвольте некоторым вопросам в вашей жизни, мои дорогие тельцы, завершиться в том контексте, как это, может быть, планируется Вселенной, вашей судьбой, назовите как угодно. Но действительно, когда выпадает такой аркан, да еще в позиции, что вам помогает, у вас какая-то история завершится. Или какой-то вопрос ваш решится, это точно. И вам придется следовать каким-то новым путем, новой какой-то траекторией. Но вам будет буквально помогать искусство мелких шагов, потому что вы сейчас находитесь в состоянии трансформации. Меняется либо ваша какая-то стратегия, тактика, ваши взгляды на жизнь меняются, или меняется обстановка вокруг вас. Здесь у каждого по-своему. И вы, словно исследователь, путешественник, если можно так сказать, который исследует непознанную землю без карты. Поэтому куда торопиться? Нет. И карта говорит, ты не спеши, все постепенно встанет на свои места. Давайте посмотрим, что же скрыто. Карта ожидания. Вот действительно, могут быть какие-то вопросы. Кстати, по части личной жизни. Либо они касаются ваших близких или вашего партнера, супруга или супруги. Неважно, что у нас выпала королева, мы смотрим энергетику, это близкое окружение. Или те люди, которые, ну, может быть, вхожи в ваш дом. Иногда бывают и друзья едва ли не ближе, чем родственники. Может быть, это конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии воды. Рыба, рак, скорпион, с которым вам придется как-то взаимодействовать или решать вопросы. Вверху у нас карта Луна. Но это еще и карта интуиции, по сути дела. Королева кубков, она как раз обладает интуицией. Ей где-то интуиция помогает. И поэтому карта говорит, не торопись. Мои дорогие тельцы, не для форсированных действий эта неделя. Дела, работа, бизнес. Что-то вас будет радовать. Все равно продвижение есть. Вопросы личной жизни, вопросы, связанные с детьми. Ваша личная, может быть, любовная история. Пусть она дела, работа, бизнес. Если у вас, ну, вы рассматриваете со своим партнером, может быть, у кого-то была дружба, а теперь вы надумаете жить вместе, или у кого-то могут быть встречи с недавним знакомым. Здесь есть личная история какая-то. Я понимаю, это не для всех, но в целом
по рыцарю кубков очень положительные эмоции. Карта о чем нам говорит? Умей радоваться данному моменту. Поэтому на дела, работа, бизнес и есть что-то позитивное. И карта конкретно говорит, есть какие-то мелкие победы, есть в твоей жизни, телец, что-то доброе, светлое, то, что тебе приятно, радостно. Поэтому не беги впереди паровоза. Вот где-то все карты нам об этом. Умей радоваться моменту. Какие-то вопросы вы решите, но, может быть, не все. Или, может быть, не самые глобальные, которые бы вы хотели осуществить. Ну, так значит, впустите вдохновение в свою жизнь, нам говорят об этом карты. И где-то сами себя не тормошите. Что же нам про деньги? Карта Император. Здесь может быть как вы можете обращаться в банк, решать какие-то вопросы по части оформлений или с недвижимостью, или пусть и движимостью, но, может быть, это в конечном итоге ваши вопросы сводятся к решению денежных тем. И вы обратитесь в высокие инстанции по карте Император. Мы уважаем систему иерархии, мы уважаем закон, мы уважаем, если мы говорим про банки, тоже банковскую систему. И если, опять же, какие-то согласования, может быть, ожидания, рассмотрения, у кого-то могут быть вопросы, связанные с кредитами ипотечными или закрытием, всегда по карте Император это идет либо структура, либо может идти еще какой-то очень важный человек, который либо у вас с ним взаимодействие, либо где-то он вам оказывает помощь и так. Но это в любом случае какая-то есть сильная позиция. Либо того, кто рядом с вами и вам оказывает помощь, либо это ваше согласование или какие-то правильные действия, которые вы должны осуществить именно по части финансов на этой неделе. И самое главное, мудрый император, он всегда предполагает, что обстановка может меняться. Поэтому у него есть всегда свои цели, свои планы, но он готов корректировать планы с учетом возникших каких-то нюансов. И нам где-то карта Луна тоже говорит, будь готов корректировать планы. И по 13-му аркану мы сказали искусство мелких шагов. Поэтому есть какая-то денежная тема, в которой вам не следует торопиться. У вас все получится, но словно Вселенная, пространство имеет свои сроки или свои взгляды на решение того вопроса, который вы себе задумали, и он будет касаться денег, недвижимости, имущества или еще каких-то согласований, может быть, и с банками. Поэтому нам туз жезлов и говорит, ты тут не ломай, не пытайся что-то ускорить, иначе можешь сам себе навредить. Вот может быть буквально так. Поэтому будьте внимательны. В личной жизни какое-то важное решение вы будете принимать. Или это может быть какая-то новость, или окончательный какой-то выбор, мои дорогие, по части личной жизни. Или это все же мечи, у кого-то могут быть согласования по документам, или решение по вашему союзу. По тузу мечей это всегда я называю карту «выход из лабиринта». Но предполагается, что вы можете от чего-то отказаться, мои дорогие. Но здесь мы отказываемся во имя мира или во имя того, что нам более полезно, более правильно. Если мы говорим «выход из лабиринта», обратите внимание, голубь, если мы говорим «символ мира». И вот этот меч, он как будто разрубает вот эти цепи, которые сдерживали этот меч. Может быть, какая-то проблема, которая у вас долгое время не решалась, она у вас решится. И где-то предпосылки, может быть, на начало недели еще какая-то темнота или какие-то непонятности, неопределенности. Но, видимо, с чем-то личная жизнь – это не только про любовь, это ваши личные взгляды, это выбор правильного направления где-то или методов действия. Вы здесь тоже можете пересмотреть и понять, может быть, я действовал прежде одним способом, а теперь я буду действовать по-другому. Но где-то мы об этом и говорили. Но не время вердиктов, повторяюсь еще раз. Вы можете принять какое-то окончательное решение, но я не могу сказать, что вы его должны афишировать или обнародовать. Вот примите эту подсказку. Давайте карту совет. Во всем нужна умеренность. И умеренность буквально помогает как и в эмоциях, так и буквально помогают какие-то задержки. Поэтому для вас, мои дорогие тельцы, это старший аркан. Все то, что я говорила по Луне. Пройдет время, выглянет солнце, будет больше определенности, больше ясности.
И где-то поспешностью вы себе не навредите. Помните, что терпение, где-то лояльное отношение к миру, больше дипломатии. Это все вам помогает. По аркану умеренности, может быть, иногда бывает действительно в нашей жизни, мы пытаемся что-то ускорить, мы предпринимаем много активностей, действий, а потом останавливаемся, и помимо наших решений, активности, вопрос словно решается сам по себе или наоборот, решается какое-то дело быстрее. Поэтому вот что-то подобное в вашей ситуации есть, и правильно оценить обстановку стоит, себе не навредить, безусловно, стоит, но это никак не связано с тем, что вы бросаетесь с места в карьер. Будьте терпеливы. Продолжайте то, что вы уже ранее где-то начали. Определяйтесь для себя с какими-то позициями. И по умеренности, сама умеренность вам помогает. Перекладывайте на себя. Постепенно все встанет на свои места, мои дорогие тельцы. Трансформация. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.